Новинка, которую ждали многие, от компании Sony в мире беспроводных наушников. Данная модель оснащена лучшим активным шумоподавлением, режимом прозрачности, потрясающим качеством звука, отличными микрофонами для звонков. Здесь у нас интуитивно понятное управление, время автономной работы до 12 часов на одном заряде наушников, функция DSEE Extreme, функция пространственного звучания и отслеживания головы. Также в наличии здесь кодеки LDAC и LC3. Обо всем этом и не только можно прочесть, разумеется, в рекламе к наушникам Sony WF-1000XM5. Но не буду вас томить, так как рассказать есть о чем, перейдем же к обзору. Полетели. Распаковка. Поставляется данная модель в эко-упаковке, что стандартно для Sony. WF-1000XM4 и WH-1000XM5 тоже поставлялись в подобных упаковках. На них, разумеется, обзоры есть на канале. Пакинг неплохой, все упаковано компактно. В комплекте мы имеем бокс, наушники, краткое руководство, 4 пары пенных амбушюр разных размеров и кабель с USB-A на Type-C. Вес одного наушника 5,5 граммов, в прошлой модели один наушник весил 7 граммов. Идут по правильному пути, делают наушники меньше, с меньшим весом и не худшим звуком. 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band 7 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, взаимопомощи и мой личный телеграм-канал, там много всего полезного. На Твиче очень часто гоняю различные устройства и с вами мы можем общаться через день, так что подписывайтесь с колоколом. Огромное спасибо всем за просмотр. Напоминаю еще, Honor Magic 5 Ultimate, смартфончик, разыгрывается 11 ноября, условия тоже в описании. Перейдем же к наушникам. Поставляется данная новинка в серой и черной расцветке. Дизайн бокса от прошлой модели особо не отличается, но несмотря на это он стал удобнее и меньше. Жаль только, что изменили LED-индикатор в виде полосы на обыкновенную точку. Она и правда была удобная, эта полоса. Материал корпуса бокса практически такой же, как у бокса Sony Link Buds WF-L900. Обзор на него тоже можете посмотреть на канале. Бокс не марки, но довольно скользкий. Сборка, учитывая стоимость, не лучшая, так как крышка имеет люфт. Ко всему, как в закрытом, так и в открытом состоянии. На корпусе расположили надпись Sony, на крышке LED-индикатор с фронтальной части. Далее есть краткие характеристики, неплохо оформленный разъем Type-C и механическая кнопка. Во внутренней части бокса есть два глянцевых места под наушники с двумя контактами для зарядки в каждом. Открыть одной рукой бокс можно, крышка в открытом состоянии фиксируется, что удобно. Шарнир не металлический, что я отнесу к минусам. С закрытой крышкой вытряхнуть наушники можно, но необходимо приложить немало усилий. Извлекать наушники из бокса неудобно из-за глянцевого корпуса наушников. Бокс не из компактных, но при этом я бы не сказал, что он сильно мешается в кармане. Мне было удобно его носить. Наушники выполнены, как я уже сказал, из глянцевого пластика, лишь с внешней части есть матовая вставка, и выглядят они стильно. Эргономика наушников стала значительно лучше, в отличие от прошлых моделей этой линейки. Они стали легче, меньше и удобнее, подойдут, скажем так, большему количеству пользователей, и привыкать к ним вам не нужно будет. Посадка плотная, наушники во время пробежки не вылетают, но вот при длительном использовании легкий дискомфорт в ушах появляется. Из ушей XM5 выпирают меньше, чем прошлые модели. Стоковые амбушюры удобные, они имеют хороший эффект памяти, и ко всему данные амбушюры, в отличие от обыкновенных пенных, амбушюр легко чистятся. Также хотел отметить, что на самом звуководе, который имеет круглую форму и выступ для удержания амбушюр, нет сеточки, поэтому я их топить не стал. Очень подозрительно. Сеточка установлена непосредственно на самих амбушюрах. На корпусе расположили надпись Sony, маркировку Left и Right, контакты для зарядки, датчики приближения, микрофоны и сенсорную область для управления. Из команд на борту play-пауза, переключение треков, регулировка громкости, переключение между режимами шумоподавления, быстрое включение функции прозрачности и вызов голосового ассистента. На нажатие наушники откликаются очень хорошо. За время моего использования ложных срабатываний у меня не было. Команды сопровождаются приятными системными звуками. Переназначить команды можно, но не полноценно. А выбрать один из двух предустановленных шаблонов, таких как управление воспроизведением и управление окружающим звуком. Ну или вовсе отключить управление. Также есть функция Quick Access, которая позволяет на двойные и тройные этапы поставить переход Spotify Tab или NDL. Принимать вызовы можно с жестикуляцией головой. К примеру, для принятия вызова необходимо кивнуть. Плюс есть голосовое управление. Но лично для меня куда удобнее старый проверенный метод. А также в данной модели есть много вспомогательных функций, о которых я расскажу далее. Возможно, кому-то они будут полезны. Но к ним я отношусь как к интересным фишкам, только чтобы поиграться, а в реальном использовании я их отключаю. Летим дальше. Оснащены XM5 динамическими драйверами на 8,4 мм, процессором Sony V2 и Sony QN2E. Диапазон частот от 20 Гц до 20 кГц, дискретизация 44,1 кГц. И от 20 Гц до 40 кГц дискретизация LDAC 96 кГц, 990 кбит в секунду. Активное шумоподавление, как по мне, хуже, чем в AirPods Pro Gen 2, но мне подобного ANC более чем достаточно.
при том, что в 4-м поколении Sony активный шумодав был лучше. Режим прозрачности, в отличие от прошлой модели, стал передавать звук более естественно, плюс есть функция акцента на голос и регулировка громкости окружающего звука. На борту есть адаптивный режим, который автоматически переключается между ANC и режимом прозрачности в зависимости от того, где вы находитесь. К примеру, если вы идете по улице, то включится режим прозрачности, а если спуститесь в метро или сядете на автобус, то включится активный шумодав ANC. Также можно вручную добавить места и сценарии включения того или иного режима. К примеру, в определенном кафе будет включаться режим ANC. Удобно, что присутствует гибкая настройка данных функций, работает это дело неплохо, но, как я уже говорил, мне удобнее просто тапнуть по наушнику. ANC и режим прозрачности могут работать с одним наушником, заряд наушников в шторке отображается, автоматически подключаются к ранее сопряженному устройству после изъятия наушников из бокса. Мультипоинт на 2 устройства на борту, к слову, приоритет качества звука, а точнее кодек LDAC с включенным мультипоинтом работают. Датчики обнаружения срабатывают быстро и корректно, ко всему их можно включить или выключить в приложении, как и автоматическое включение наушников при снятии их для сохранения заряда, это удобно. Также производитель предоставил ряд полезных функций, таких как технология DSEE Extreme, она отвечает за восстановление деталей и музыкальных файлов, но я советую выключить данную функцию, как и функцию Speak to Chat для автоматической паузы музыки. Если вы начинаете говорить, они ставят музыку на паузу, притом не всегда они реагируют именно на ваш голос. Также наушники совместимы со многими голосовыми помощниками, имеют голосового гида с настройкой громкости и выбора языка, русский, к слову, на борту. Технология отслеживания головы и пространственного звучания для использования в определенных приложениях тоже в наличии. Летим дальше. Полный цикл зарядки наушников и бокса занимает около 1 часа 27 минут. Беспроводная зарядка у бокса есть, и из-за того, что бокс имеет плоскую поверхность с одной из сторон, его удобно ставить на беспроводную зарядку. Физически грамотно они это обыграли. Отыграла данная модель по моим тестам по коду LDAC на 75% громкости без применения эквалайзера и без включенных каких-либо пресетов и функций 10 часов 36 минут. Быстрая зарядка на борту 5 минут дают 1,5 часа прослушивания музыки в тех же условиях. Бокс дает еще 2 полноценные дополнительные зарядки наушников, то есть получаем мы практически 1,5 дня. Водонепроницаемость есть только у наушников стандарта IPX4, как по мне, можно было бы сделать защиту получше, учитывая стоимость. Учитывая конструкцию звуковода, я не стал эти наушники топить в воде, мне кажется, первый раз за 5 лет, жалко мне их. Но думаю, пота они не боятся однозначно. Для полноценного использования нужно установить приложение Sony Headphones. Приложение, разумеется, доступно на русском языке. На главной странице с подключенными наушниками есть 4 основные вкладки. Это вкладка «Статус», где находится заряд в процентах наушников и бокса по отдельности, плеер и настройка адаптивного управления звуком. Далее есть вкладка «Звук», в которой, разумеется, есть возможность настроить управление окружающими звуками, выбрать один из хорошо настроенных предустановок звучания или воспользоваться пользовательским пятиполосным эквалайзером с регулировкой Clear Bass для отдельной настройки низких частот. Для тех, кто не хочет заморачиваться с кастомным эквалайзером, производитель добавил бета-функцию, которая позволяет легко и просто добиться оптимального звучания. Также есть настройка 360 Reality Audio и оптимизация приложений, настройка качества подключения Bluetooth, включение-выключение функции DSEE Extreme, Speak to Chat и настройка пространственного звучания с отслеживанием головы. Во вкладке «Система», кроме перечисленного мною ранее, есть включение-выключение мультипоинта, настройка сенсорного управления, настройка голосового помощника, определение оптимальных амбушюр и обновление прошивки. Последняя вкладка — это служба, в которой можно синхронизировать работу наушников с другими приложениями. Также есть еще 2 дополнительные вкладки, такие как информация с различными уведомлениями и активность, где можно посмотреть значки достижения, общее время использования и настроить функцию безопасного прослушивания. Bluetooth здесь версии 5.3, из кодеков на борту есть AAC, SBC, LDAC и новый кодек LC3, но включать данный кодек у меня не получилось. Говорят, что он только с соневскими телефонами работает. Через 2 стены не отваливались, и фризов я не наблюдал, задержка на YouTube незаметна, в играх задержка слегка заметная, но играть можно и довольно комфортно. Примеры вы сейчас увидите. Микрофоны отрабатывают, как по мне, практически так же, как в прошлой версии. Если сравнивать микрофоны этой модели с микрофонами у Apple AirPods Pro Gen 2, то AirPods качество передачи голоса по мне на голову выше. Сейчас вы примеры услышите. И напоминаю, что сравнение у меня есть на лайв-канале с теми же AirPods'ами.
Ну что, пример работы микрофонов Sonic 5 в движении. Сейчас я их поправил, услышали сами, как микро отреагировали на касание. Вот так вы сможете разговаривать с собеседником. Очень непривычно, они очень скользкие. Даже если вы подберете амбушюры, фактически на амбушюрах у вас и будет держаться ваш наушник. Потому что вот эта поверхность глянцевая, она, конечно, очень-очень мега скользкая. А если про бег и про все остальное, опять же, нужно будет подбирать амбушюры. Пассивная шумоизоляция космос, не говоря уже активной. И в целом вот так вас слышать будут собеседники, если вы будете куда-то идти, спокойно, тихо и плавно разговаривать. К слову, картинка идет с 14 Pro Max, но только 1080p 60 FPS. Фронталка. Тестировал я Sony WF-1000XM5 по коду CoolDAC. Запас громкости есть хороший. В целом звучание стало лучше, в отличие от XM4. Но я бы не сказал, что из-за звучания стоило бы переходить с прошлой модели на эту, так как отрыв по качеству звука небольшой. Вообще есть ощущение, что звук один и тот же. Отмечу, что звучание — это индивидуальная тема. Для кого-то звук в AirPods Pro Gen 2 покажется куда качественнее, а для кого-то наоборот. В XM5 имеется хороший чистый звук с отличной сбалансированностью, микродетальностью, низкие частоты мощные и текстурные, но при этом я бы не сказал, что их много. Средний бас, разумеется, в наличии. Если повышать громкость, то низких частот становится меньше для того, чтобы не было каши. Высокие частоты звучат приятно и отчетливо, середина проработана отлично, имеет хороший объем. Подойдет данная пара для прослушивания большинства различных жанров музыки, инструментал различим, сцена широкая и довольно естественная. Удобно, что в приложении мы имеем хорошо настроенные предустановки звучания и возможность самостоятельно все настроить под себя. Минусы: лично у меня не получилось включить кодек LC3, наушники сильно выпирают из ушей, и стоимость в рублевом эквиваленте. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео, сразу делите на 100, и вам покажется, что они не так и дорого стоят. Просто дело в курсе, как говорится. Не забудьте подписаться на телеграм-канал Скидок Взаимопомощи и мой личный телеграм-канал. Всем огромное спасибо за просмотр. Помним, что цена этих наушников для нас может быть высока, но для жителя того же Токио это стоимость такси от аэропорта до дома. Резюмирую, беспроводные наушники Sony WF-1000XM5 отличное продолжение данной линейки. Переходить с MX4 на них сразу бы я не советовал. Для начала я бы 100 раз подумал, так как по звуку обе модели хороши, но вот по функционалу, качеству материала, формы бокса XM5 лучше. Опять же, это мое субъективное мнение, у вас оно может быть другое. То, что они слегка скользкие, со временем к этому делу привыкаешь. Но физически они реально удобнее и меньше. Если вам не подходила четверка, как и мне, хотя я к ней привык, то это самое то. О своем опыте использования я рассказал, далее выбор за вами. От меня девайсу однозначное да, не забудьте подписаться на телеграм-канал Скидок Взаимопомощи, мой личный телеграм-канал. Еще раз огромное спасибо за просмотр. Добра и удачи вам, дорогие друзья.